Сделаю контурный рисунок, кисть руки в двух ракурсах, со стороны ладони и с внешней стороны. Для первого рисунка в качестве референта будет фотография женской ладони. Чтобы не ошибиться в пропорциях, рисунок можно начать с разметки. Например, начертить 3 параллельные горизонтальные линии, из которых средняя линия делит верхнюю и нижнюю часть ровно пополам. Или же можно нарисовать 2 одинаковых прямоугольника по форме близких к квадрату. Верхний прямоугольник и нижний прямоугольник. Рисую такую волнообразную линию, где большая часть волны проходит над средней линией разметки, а вершина волны будет в правой части ладони. В прямоугольную разметку врисовываю закругленными линиями общий контур ладони. Верхняя часть дуги смещена вправо. Рисую разметку для пальцев, делаю разметку по ширине и разметку по длине. Средний палец будет не по центру, а где-то в правой части ладони. Обрисовываю контуры пальцев. Средний палец выдвигается вперед, указательный палец и безымянный чуть короче среднего, оба примерно одинаковые. Мизинец самый маленький. В верхней части ладони все 4 пальца имеют по 3 фаланги. Рисуем складочки от фаланг. Со стороны ладони кажется, как будто фаланги делят палец на 3 одинаковых отрезка. Можно представить, как будто у каждого пальца по 3 подушечки. Я немного поспешил рисовать детали на 4 пальцах, потому что 5-й палец даже еще не начинал рисовать. Правильнее было бы наметить контуры всех пальцев, потом уже прорисовывать детали. Ну да ладно. Рисую большой палец. У этого пальца всего 2 фаланги. Визуально кажется, как будто большой палец делится по длине на 3 части. На самом же деле одна из частей это не фаланга, а пястная кость. Пястная кость и 2 фаланги. Вот я сейчас рисую нижний контур ладони и обращаю внимание, что нижний контур ладони будет чуть выше, чем нижняя линия разметки. Тем временем рисунок руки со стороны ладони почти готов. Сейчас нарисую ту же руку с тыльной стороны. Рисую точно такую же разметку. Кисть руки Front View с прямыми сомкнутыми пальцами – это самый простой ракурс. По внешнему контуру тыльная сторона кисти будет зеркальным отражением первого рисунка. Ладонь имеет красивую рельефную поверхность, это сплошные выпуклости, подушечки. А вот вид на кисть руки с тыльной стороны более интересен для изучения костной структуры и конструкции. Все кости расположены ближе к внешней стороне кисти руки. Рисую дугу. Это будет линия, которая отделяет территорию пальцев от пястно-запястной территории. Верхняя часть дуги как раз приходится на среднюю линию разметки. Длина среднего пальца равна длине пястно-запястной части руки.
То есть на рисунке верхняя часть это территория пальцев, нижняя часть территория пястно-запястная. На правом рисунке пальцы выглядят длиннее, и контурные линии между пальцами заканчиваются, не доходя до этой самой дуги. Собственно, дуга, про которую мы сейчас говорим, это та линия, по которой проходит середина ладони. Ряды фаланг пальцев образуют вторую и третью дугу. Каждая следующая дуга по форме немного заостряется. Вот я сейчас пытаюсь нарисовать, с первой линии не вышло, приходится стирать ластиком. Каждая из трех фаланг пальцев имеет свое анатомическое название, которое медику знать обязательно, но художнику можно знать, а можно и не знать, в зависимости от степени погружения в анатомию. Мне лично проще запомнить их как первая, вторая и третья фаланга. По длине фаланги соразмерны приблизительно в пропорциях золотого сечения. Каждая вторая фаланга будет короче, чем первая. Каждая третья короче, чем вторая. Маленькую фалангу иногда называют ногтевой фалангой. Длина ногтя равна половине ногтевой фаланги. Дорисовываю большой палец. Кстати, в таком ракурсе, когда прямая ладонь и прямые пальцы, то окончание большого пальца будет как раз посередине фаланги указательного пальца. Порой трудно угадать интуитивно, где заканчивается большой палец. Вот это будет ориентиром. Сейчас синим цветом выделена средняя линия разметки и две дуги, которые разделяют верхнюю и нижнюю часть кисти. Со стороны ладони и с тыльной стороны кисти эти дуги имеют разную форму и находятся на разной высоте. Дуга слева выше линии разметки, дуга справа ниже линии разметки. Вот поэтому пальцы с внешней стороны кисти руки выглядят длиннее, чем со стороны ладони. Нижняя линия разметки – это там, где кисть руки соединяется с предплечьем. Ориентиром послужит бугорок локтевой кости. На экране он сейчас выделен синим кружочком. Рисунок почти готов. В этом коротком видео тема анатомии кисти, конечно же, не раскрыта. Остается за скобками еще много всего интересного, например, костная структура или рисование кисти руки в сложных ракурсах. Ну, пока что все на сегодня. Показываю крупным планом, чтобы было видно на смартфонах. Бумага А4, плотность 80 грамм, карандаш 3Б.